Дональд Трамп объявил о новом сборе на рабочую визу H-1B $100 000. Что это означает для компаний, работников и их семей? Разберем сегодня с лицензированным иммиграционным юристом с более чем 25-летним опытом Татьяной Арестовой. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, вот приняли новый сбор $100 000. Что это вообще означает и признаком чего это может являться? Да, надо сказать, что действительно данный новый сбор был полной неожиданностью и для иммиграционных адвокатов, и для работодателей, и для работников. И паника была совершенно чрезвычайная. Все очень взволновались, тем более, что в объявлении об этом сборе было написано, и до сих пор, собственно, на сайте Белого дома написано, что данный сбор применяется как всем, кто желает въехать в Соединенные Штаты по визе H-1B. И в первую очередь это взволновало тех, кто находился за пределами Соединенных Штатов, например, получил визу или выехал для ее получения, и все срочно заторопились назад на территорию Соединенных Штатов. И вот сегодня уже в новостях обсуждается, что кто-то потратил $8000 для того, чтобы добраться, кто-то еще стал предпринимать какие-то чрезвычайные меры. Вот все это происходило в пятницу вечером, в ночь с пятницы на субботу, а в субботу утром было объявлено, что вы не совсем правильно нас поняли, и что, оказывается, данный сбор применяется только к новым визам, которые будут разыгрываться в лотерею в следующем году, и все, у кого есть существующая виза, могут спокойно въезжать в Соединенные Штаты, а также все, кто подал на визу и, например, ожидает решения, этим людям этот сбор не относится. Поэтому здесь паника немножко спала, хотя объявление очень важное и свидетельствует об очень важных, как мне кажется, трендах и тенденциях. Об этом можем сейчас поговорить. На мой взгляд, хотя, конечно, прошло еще недостаточно времени с момента объявления данного сбора, на мой взгляд, данное вот такое вот паническое объявление этого сбора, во-первых, в пятницу, в тот день, когда все уже практически ушли на выходной, свидетельствует о том, что существует какое-то довольно сильное давление на президента Трампа, на его команду со стороны рынка труда в Соединенных Штатах. Не случайно сама формулировка данного сбора, отраженная на сайте Белого дома, говорит о том, что IT-сектор является основной целью данного сбора. Конкретно ограничений, связанных с IT-сектором, то есть выражений или слов каких-то, которые бы означали, что данный сбор будет применяться только к работникам IT-сектора, пока нет. Но сам текст данной прокламации, вот он намекает на то, что именно ситуация в IT-секторе, очевидно, связанная и с развитием AI, с сокращением рабочих мест. Вот вся эта ситуация с ростом безработицы сейчас в данном секторе очень сильно повлияла на то, что было объявлено и как это было объявлено. Вот такое вот объявление, скажем так, обходящее традиционные каналы, в ходе которых обычно велось обсуждение демократической публикой, экспертами, выдвигались аргументы за и против. Вот все это было отставлено в сторону, и объявление было сделано в чрезвычайном порядке. Вот это вот первое, что мы увидели. Второе, что мы увидели уже в субботу, это обратная реакция и обратная сила давления со стороны, очевидно, индустрии. Стоит отметить, что все данные по H-1B работникам, по количеству этих работников, находятся в открытом доступе, их можно посмотреть на интернете. Если мы посмотрим на большие компании, такие как Amazon, Google, даже Apple, эти компании очень охотно пользуются визами H-1B. Недавно, насколько я слышала, был большой скандал с визами H-1B в крупной компании Walmart, где обнаружилось, что не просто работники на H-1B визу приезжали, насколько я помню, из Индии, но еще и платились какие-то деньги, по-русски скажем, откаты управленческому персоналу вот этой компании. То есть, опять же, в детали я не вникала, но вот такая новость прошла, и, очевидно, вот эта вот совокупность этих новостей в итоге
с одной стороны, подвергла Дональда Трампа к тому, чтобы объявить об этом действительно чрезвычайном сборе, который очень немногие компании захотят платить. А с другой стороны, обратная реакция от таких вот крупных компаний, крупных игроков, которые привозят сюда много работников по визам H-1B, вот она заставила, очевидно, администрацию Трампа объявить, что нет, 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 это все со следующего года. Тех людей, которые сейчас уже получили визы, уже имеют визы, это касаться не будет. Ждем дальнейших пояснений, разъяснений, новостей. Мы видим две такие сильные противоборствующие силы, давящие на администрацию. Посмотрим, какая из них победит. Скажите, а вообще есть ли, правовые основания для таких действий президента? Имеет ли право, он единолично повышать сбор, до $100 000? И может ли это нововведение быть оспорено, например, в судах? Оспорено в судах в Соединенных Штатах может быть практически все, что угодно. Однако стоит принимать во внимание, что данное объявление было сделано в форме прокламации. Прокламация — это такая немного неопределенная форма законодательная или государственная управленческая. Значит, она, естественно, не подлежит никакому утверждению Конгресса, но обычно данные меры, данные прокламации, они касаются не очень важных вопросов, и они не должны противоречить требованиям американской Конституции. В данном случае такой вопрос, как установление сборов, а также такой вопрос, как вообще допуск или недопуск каких-то иностранцев в страну, безусловно, находится в компетенции исполнительной власти. Однако процесс, который вот эта прокламация должна пройти, прежде чем она станет реальностью, достаточно забюрократизирован, то есть много разъяснений еще должна сделать президентская администрация. Но, в принципе, в итоге, если мы сложим все факторы вместе, скорее всего, нет такой законодательной нормы, которая запрещала бы президенту вводить такого рода сборы, хотя, безусловно, я не сомневаюсь, что определенного уровня суды могут сказать, что данная мера является фактически уничтожением программы H-1B, а вот в законе Конгресс эту программу предусматривал. Однако все это будет зависеть от соотношения сил в суде, от аргументов, и трудно себе представить, чтобы вот совсем не было вероятности того, что Трамп выиграет этот аргумент. Скорее всего, он его выиграет, в итоге, хотя, конечно, споров, я уверена, будет много. Для компаний и для работников $100 000 — это большая сумма. Многие приезжают себе на зарплату, меньше, чем $100 000. И как быть таким людям и компаниям? И как вы считаете, есть ли альтернативы, H-1B, и что вообще делать? Ну, прежде всего, стоит заметить, что сборы эти платятся работодателем, то есть сам работник не имел права традиционно платить за визу H-1B, а также связанные с ней расходы. И, в общем-то, цель этих сборов — заставить американских работодателей брать на работу американцев. Что касается людей, которые хотели бы работать в Соединенных Штатах и действительно могут предложить Соединенным Штатам свои знания, навыки, принести пользу, им стоит взглянуть на альтернативы для визы H-1B, потому что данное объявление показывает, что тектонические какие-то движения происходят там под ковром в Белом доме, и, очевидно, стоит подстраховаться и подумать об альтернативных вариантах. Итак, какие это варианты? Прежде всего, существует много нами обсуждаемая ранее виза О1. Виза О1, она предназначена для людей с выдающимися способностями. Нужно иметь, например, сейчас упрощаю очень сильно, нужно иметь публикации, нужно участвовать в оценке работы других, нужно, чтобы у вас были какие-то инновации, ценные идеи, изобретения, патенты, которые вы внедряете, применяете. Поэтому, опять же, если вы работаете и думаете, как вам строить карьеру, стоит обращать внимание в своей работе на вот эти вот критерии и участвовать в мероприятиях, например, конференциях, где вы можете свою работу представить, публиковаться по возможности соответствовать другим критериям, например, стараться патентовать, если вы что-то придумали, стараться представлять и внедрять ваши инновации и достижения. В общем,
нужно, скажем так, переставать быть рядовым работником и становиться работником экстраординарным. И тогда у вас будет шанс получить О1 визу. Стоит заметить, что О1 виза обычно оформляется либо по ходатайству работодателя, либо по ходатайству агента. И вот в последние часы и минуты администрации, предыдущей администрации Байдена было разрешено подавать О1 визу от своей собственной компании. Однако нужно помнить о том, что компания должна быть то, что называется bona fide employer, то есть компания должна иметь работников, платить зарплату. Желательно, чтобы у компании был board of directors, который не просто помогает в управлении компанией, но может при желании и даже уволить того самого основателя, который претендует на визу один. Значит, все это возможно, если вы действительно хотите работать в Америке, стоит подумать об этой визовой категории. Далее, вторая вещь, о которой стоит подумать, безусловно, работодателям, это виза L1. Виза L1– это виза-трансфер, виза, которая переводит работников из-за рубежа в Соединенные Штаты. Соответственно, если у вас есть филиал вашей компании за рубежом, в котором работает как минимум 2 человека с высшим образованием, и работа которых требует наличия высшего образования, а также подобного рода структуру в Соединенных Штатах, то вы можете перевести управленческий персонал сюда, в Соединенные Штаты. Если же у вас есть компания, которая разрабатывает какие-то технологические или IT-решения, и ваши работники имеют то, что называется specialized knowledge, специальные знания, то тоже таких работников можно перевести в Соединенные Штаты для продолжения работы. Поэтому такие варианты тоже многие работодатели рассматривают, открывают филиалы за рубежом, нанимают там людей, существуют определенные требования. Человек должен проработать не меньше года в зарубежном филиале, прежде чем его переведут в Соединенные Штаты. Но, тем не менее, такая виза теоретически возможна, и на нее тоже стоит посмотреть. Также есть такие временные решения, как, например, виза J1. Виза J1 позволяет привести работников для обмена опытом в Соединенные Штаты до 18 месяцев. Также люди, которые хотели бы открыть в Соединенных Штатах свой бизнес, если они приезжают из стран, которые подписали с Соединенными Штатами договор о предоставлении временных виз по категории E2, то есть инвесторская виза, или E1, это виза для тех, кто осуществляет трейд, то есть торговлю товарами или услугами. Вот такого рода визы тоже могут давать людям возможность жить и работать в Соединенных Штатах и оказывать профессионального рода услуги, хотя и не только профессионального рода услуги. И, конечно, все, кто находится сейчас на визе H1B, я думаю, что даже если они не подпадают под этот сбор, для них вот эта вот ситуация– это очень тревожный, серьезный звонок. Потому что ваши работодатели получили четкий сигнал из Белого дома. Даже если мы предположим, что эти 100 тысяч не воплотятся, и какой-нибудь суд наложит на это вето, и в итоге этого сбора не будет. Это очень важный звонок из Белого дома, который сообщает вашему работодателю: нам эта ситуация не нравится. Нам не нравится, когда наши рабочие места уходят оптом в какие-то посреднические компании, которые привозят сюда людей по вот этим визам H1B. И в итоге, да, компании, конечно, экономят свои расходы, но страна сталкивается с необходимостью иметь дело с людьми, которые здесь работу найти не могут. Поэтому, на основе этого сигнала, конечно, компании тоже будут анализировать ситуацию, принимать меры. Белый дом, во всяком случае, хотел бы, чтобы они тренировали больше американских работников и брали их на работу. Поэтому, если, например, вы положились на вашего работодателя в том, что он сделает вам грин-карту, возможно, вот эта часть процесса тоже будет работодателями пересматриваться в том плане, что возможно, мы лучше потратим деньги на то, что от нас хочет Белый дом, для того, чтобы у нас работало больше американских работников. Поэтому стоит всегда задуматься о том, что, может быть, пришло время взять свою судьбу в свои руки, подумать об оформлении грин-карты самостоятельно, независимо от работодателя, может быть, на основе такой категории, как EB2, National Interest Waiver, если у вас есть степень магистра, если вы можете предложить какое-то интересное начинание Соединенным Штатам, или даже на основе категории EB1, если у вас есть достижения, вот примерно такие, как мы описывали для визы O1, или выше, лучше и сильнее.
Поэтому, безусловно, нужно задуматься о будущем и проинтерпретировать правильно этот сигнал и звоночек, который вот так неожиданно к нам пришел в пятницу из Белого дома. Да, если у зрителей есть вопросы, то задавайте их здесь под видео. И также по ссылке есть чат, в котором вы можете задать вопросы Татьяне. Я напомню, что мы в VisaNow помогаем сделать документы собрать документы на ряд виз и грин-карт. Но прежде чем совершать какие-то юридические действия, обязательно обратитесь к лицензированному иммиграционному адвокату. Причем не к любому адвокату, а к такому, который специализируется на ваших визах. Если вы смотрите EB1, то обратитесь к адвокату, у которого опыт именно в EB1. Все контакты Татьяны Арестовой, опять же, здесь внизу по ссылке. Где-то здесь будет ссылка на отдельное видео, где мы разбирали вместе с Татьяной такие отдельные категории виз, как О1, виза выдающихся способностей, виза Е2, инвесторская виза, виза EB1, это грин-карта, и другие. Татьяна, завершая этот выпуск, вы могли бы коротко дать альтернативы, то, что вы перечислили, если человек выбирает H1B, но сейчас дополнительный сбор $100 тысяч составляет, да, и вот человек рассматривает альтернативы. Те, которые вы перечислили, может быть, E2, O1, EB1, L1, J1. Вы могли бы коротко сделать сравнение, кому подходит, или какие-то плюсы и минусы альтернатив? Да, безусловно. Но, как я уже сказала, каждая из визовых категорий, она направлена на соответствие определенным требованиям. Поэтому, безусловно, виза, например, О1, она подходит для тех, у кого есть заслуги, достижения, которые показывают, что вы действительно один из лучших в своей области, человек с выдающимися заслугами, прежде всего. Многие называют эту визу визой талантов или визу для людей с выдающимися способностями. На самом деле здесь речь идет не о способностях, а о достижениях ваших. То есть вам нужно показать, что вы уже поднялись на вершину своей области, если вы можете претендовать на вот такое заявление, на такую ситуацию. Безусловно, визу 1 это что-то, о чем вы можете подумать. Далее альтернатива для H1B программы J1, она оформляется по ходатайству работодателя через организации, которые предоставляют такую возможность путем сотрудничества с Госдепартаментом. Поэтому с этим вопросом нужно обращаться к работодателю. Виза L1 тоже оформляется по ходатайству работодателя. И если, например, виза О1 не так жестко завязана на работодателя, в том смысле, что вы можете открыть свой собственный стартап и подавать документы на себя, то для визы L1 вы можете либо договариваться с вашим работодателем, либо иметь свое предприятие за рубежом и свое предприятие в Соединенных Штатах. То есть тоже здесь есть две таких дороги. Соответственно, если ваш работодатель имеет филиал, он может перевести вас в этот филиал, вы в нем год отработаете, потом возвращаетесь в Соединенные Штаты по визе L1. Если у вас есть свой бизнес, свое начинание, то, опять же, если вы открываете филиал один в своей стране, один в Соединенных Штатах и отрабатываете как минимум год в вашей стране в том, что называется либо managerial or executive capacity, или если вы работаете, ну, обычно это у работодателя, ну, может быть, и в своем собственном предприятии тоже в позиции, которые требуют того, что называется specialized knowledge, то есть у вас специальные знания, опять же, связанные с тем, что вы придумали, воплотили, изобрели и так далее, то вот вы можете в этой ситуации претендовать на визу L1. Большое преимущество визы L1 по сравнению с визой О1, J1 и остальными состоит в том, что так же, как виза H1B, это виза двойного намерения. Соответственно, эта виза позволяет вам претендовать на грин-карт. И, соответственно, если вы оказались в ситуации, что петицию на грин-карт вы когда-то уже подавали, и, например, она еще не разрешилась, или если она почему-то не была удовлетворена, например, предыдущий работодатель подавал документы, потом вы с ним расстались, разные бывают сценарии, то, соответственно, визу L1 вы можете получить, потому что виза L1 это виза двойного намерения. Ну и виза И2 это виза не иммиграционная, то есть здесь важно показывать намерение не иммиграционное, намерение вернуться в свою страну. Но и основное ограничение состоит в том, что она не предоставляется всем подряд, а только гражданам тех стран, которые имеют договор с Соединенными Штатами о предоставлении таких виз.
На постсоветском пространстве таких стран немного, и нужно иметь именно гражданство этих стран. Приведу пример, может быть, кого-то забуду. Казахстан, Киргизстан, Армения, Грузия, Украина, Молдова. Вот эти вот страны, они имеют договор с Соединенными Штатами, и их граждане могут претендовать на эти визы. Такие крупные страны, как, например, Россия или Узбекистан, не подписывали такой договор, или Белоруссия. Соответственно, для граждан этих стран эта виза недоступна. Соответственно, выбор здесь за вами, и в основном он состоит не столько в выборе визы, сколько в оценке своего потенциала и желании квалифицироваться на какие-то визы, на которые вы в принципе, можете квалифицироваться. То есть я считаю, что, в принципе, практически в каждом человеке, у которого есть высшее образование, или, более продвинутая степень, степень магистра, у него есть некий потенциал к тому, чтобы претендовать на визу 1, если он действительно будет работать, над критериями и, доведет свою карьеру, разовьет свою карьеру до такого уровня, чтобы, на эту визу можно было претендовать. Но это связано чисто с профессиональными вашими усилиями, и, возможно, стоит вот, выйти из какой-то рутинной, работы и подумать о том, что вы могли бы сделать такого прорывного, инновационного, каким образом свою карьеру продвинуть, укрепить, чтобы можно было на эту визу в случае чего претендовать. Потому что, опять же, как мы видим по вот последним событиям, виза H1B, оказывается в таком достаточно шатком, положении и, возможно, будет подвергаться и новым каким-то ударам, которые вот сегодня еще пока не являются для нас очевидными. Чтобы следить за новостями, уважаемые зрители, оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, и мы обязательно прокомментируем важные новости и также все ваши вопросы. Спасибо вам большое, Татьяна, за ваше время и за то, что делитесь вашим опытом. Спасибо вам, спасибо зрители и слушатели за внимание. Спасибо, пока.